Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша. Рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я покажу вам вот этот потрясающий, красивый и легкий макияж для глаз, который мы вместе с вами сделаем, поболтаем и зарядимся таким новогодним настроением. Первое, что я хочу сказать, что этот макияж подходит не только для Нового года, для любого праздника, который дорог вашему сердцу. Будь это день рождения или просто вечер, который проведете в кругу прекрасных подруг, неважно. Вдохновляйтесь, заряжайтесь на позитивные энергии и давайте вдохновлять друг друга и делать такие красочные, яркие макияжи не только по праздникам, но и просто когда нам захочется. Для того, чтобы повторить этот макияж, не обязательно иметь целый багажник люксовой косметики. Нет, здесь есть как дорогие средства, так и очень дешевые. Например, акцент на глаза сделан супер дешевым карандашом, который могут позволить буквально каждый из вас. Поэтому первое. Если какие-то средства вас смущают или вы знаете аналоги лучше, заменяйте их, спокойно заменяйте. И второе, что я хочу показать вам те техники, которые подойдут буквально с каждой косметикой. И если вы хотите, не знаю, придумать что-то свое, или освежить его, или сделать его более адаптивным под наряд, welcome, пожалуйста, берем другие цвета и приступаем. Ну что, друзья, давайте перейдем к самому макияжу. Первая основа любого макияжа, конечно же, увлажнение. Я уже кожу свою подготовила. Если вы еще не видели мое видео об уходовой косметике, какими средствами я пользуюсь, в каком порядке, то обязательно посмотрите, я прикреплю ссылочку. И второе, о чем нужно помнить, так как это вечерний макияж, обязательно нужно, чтобы его стойкость была просто на высоте, потому что мы планируем танцевать, веселиться, и хочется пореже поправлять макияж. Поэтому главное, что мы сделали, это первое, да, увлажнили, подготовили кожу, чтобы тональные средства у нас хорошо легло, не скомкалось, и вообще так все прекрасно, увлажненно это выглядело. И второе, что очень важно, это, конечно же, нанести базу под макияж. Я использую базу от Smashbox Photo Finish. Она действительно выглядит потрясающе, не только на снимках, видео, но и в целом в жизни. Лицо у вас такое заблюренное слегка, но пусть вас это не пугает, то есть оно не выглядит как супер перефотошопленным, нет, просто все очень красиво ложится, действительно долго держится, и у меня комбинированная кожа. Обычно любое такое длительное ношение макияжа, оно приводит к тому, что кожа жирнится. С этой базой все прекрасно, действительно даже пудры поправлять макияж достаточно редко приходится. Берем буквально капельку средства и начинаем обрабатывать нашу Т-зону, то есть та зона, которая чаще всего блестит и требует коррекции. Я думаю, что вы уже заметили, что поры действительно стали менее заметными, лицо стало, не могу сказать, что можно вообще обойтись без тонального средства, но, на мой взгляд, все смотрится очень естественно и в целом как будто такой легенькой бибишечкой прошлись. Мне очень нравится, и на ощупь тоже кожа такая стала очень интересная и подготовленная к нашему тональному средству. Следующий гость нашей программы – это тональное средство от Estée Lauder Double Wear. Пусть вас не пугает, что это достаточно стойкая основа. Нет, здесь такое прекрасное сочетание и стойкости, и носибельности. То есть с этим тоном ты не чувствуешь, что твоя кожа перегружена, или это не смотрится как маска. Он действительно создает такую легкую вуаль, которая, с одной стороны, может непосредственно перекрыть все ваши покраснения, воспаления и все прочие неприятности, которые, к сожалению, бывают на нашем лице, но, тем не менее, он действительно очень удобен в носке, я его действительно люблю, пользуюсь, и вот, как видите, это уже, наверное, третья баночка, она заканчивается, с удовольствием приобрету еще, когда подойдет к концу. Тональное средство я наношу кистью от Bobbi Brown, тоже мне очень нравится, я обязательно вам про нее расскажу в отдельном видео, потому что она, прям очень хорошо выполняет все то, с чем она должна справляться, и средство наносится максимально деликатно, что мне в этом нравится, потому что тональное средство плотное, но при этом степень покрытия можно фильтровать, то есть можно сделать это менее заметным. Я думаю, уже сейчас заметно, что несмотря на то, что тон позиционируется как невероятно стойкий и такой фундаментальный, покрытие очень легкое. Конечно же, за счет того, что мы нанесли мало средства, и за счет того, что кисть прекрасно справляется со своей работой. Мне кажется, достаточно деликатно. Мы сейчас, конечно, воспользуемся консилером, чтобы убрать
те неровности, которые все еще остались, например, в области под глазами, но тем не менее все смотрится, мне кажется, достаточно естественно для такого плотного тонального средства. Кстати, забыла сказать, да, брови у меня уже оформлены, я их сделала в салоне, поэтому, пожалуйста, не пугайтесь тому, что они немножко потемнее, чем обычно. Ну что, перейдем к консилеру. У меня консилер от Clarins. Насколько я знаю, сейчас был, по-моему, перевыпуск, и он немножко по-другому выглядит, но моя баночка еще не закончилась, срок годности у нее адекватный, поэтому пользуюсь и очень сильно его люблю. Ну что, начнем с обработки. Я это все нанесла на ручку, чтобы не переборщить. Консилер можно, конечно же, наносить и пальчиком, и вообще как вам удобно. Но когда я попробовала эту кисть, я поняла, что мне ну прям очень нравится ею пользоваться. И как-то уже не хочется возвращаться к пальчикам. Здесь, конечно, важно, да, тоже не переборщить, чтобы у нас не было таких дополнительных морщин, которых, казалось бы, у вас и не было, потому что иногда консилер этим грешит. Но я думаю, что мы с вами все аккуратненько сделаем, замаскируем, и уже видно, да, что вот этот глазик, он выглядит более таким свежим и менее уставшим. Особенно мы будем с вами очень уставшими в новогоднюю ночь, поэтому здесь очень важно подготовить кожу основательно. Ну что, нанесли консилер. Теперь, мне кажется, все достаточно подготовлено для того, чтобы уже перейти к непосредственно настоящему макияжу. Первое, что мы будем делать, это скульптурирование. У меня палетка тройка от Smashbox. Мне она тоже очень нравится. Не могу сказать, что я пользуюсь полноценно всеми оттенками, но тем не менее, вот скульптор, он прям классный. Он не коричневый, он недостаточно серый, чтобы такой, да, был как будто грязь на лице. Нет, здесь все очень натурально, и на лице смотрится прям очень хорошо. Не забываем, да, что сейчас, когда мы наносим скульптор, когда мы будем наносить румяна, все идет немножечко вверх, чтобы сделать такой лифтинг-эффект, и лицо у нас выглядело более свежим и здоровым. Потому что если мы будем делать все это ниже, мы будем такими грустными куколками. Теперь нанесем хайлайтер. На самом деле его можно было нанести до скульптора, потому что у меня достаточно такая спорящая текстура. Это невероятно классный хайлайтер от Colourpop, такая же текстура, как и знаменитые их тени, Супер Шок. Поэтому здесь нужно наносить только пальцем, это наилучший способ. С кистями достаточно спорный продукт. Не то чтобы спорный, скорее хайлайтер спорит с кистью, наносить сложно. Поэтому здесь мы используем палец. Ну, вы видите, да? Ну, просто вау. Сияние невероятное, конечно, очень-очень красивый. Сразу нанесем уже чуть-чуть здесь, под область под бровью. Ну, хайлайтер, я думаю, вы видите сами, просто вау. Бомба, блестящая новогодняя бомба. Иначе не могу сказать. Сейчас немножечко заполирую, там где он у меня вышло не совсем на ту зону, на которую нужно, и оставляем только на вот выпирающей нашей поверхности. Конечно, можно закрепить эффект еще и сухим хайлайтером, например, от Bobbi Brown, но я думаю, здесь прям все максимально ярко, не будем перебарщивать. Теперь наносим румяшки. У меня знаменитые, самые популярные, мне кажется, румяна от NARS. Я их очень люблю. Многие, конечно же, говорят, что уже это не совсем актуально, потому что блески достаточно заметные, и раньше это было здорово, сейчас нет. Но поспорю с вами, потому что, например, у той же Шарлотты Тилбери, да, достаточно много блесток, и сейчас это снова, мне кажется, возвращается, поэтому я их люблю, они смотрятся красиво. Конечно, если у вас расширенные поры или проблемная кожа с высыпаниями, то блески все это подчеркнут. И в целом, да, спустя какое-то время они будут вот так сомнительно смотреться на лице. Но если не переборщить, и если основательно подготовить кожу, то я думаю, навредить с ими не получится. Они очень красивые, то есть они так освежают. Ну, давайте уже просто посмотрим и убедимся сами. Наносим также немножечко, да, круговым движением вверх, потому что мы про лифтинг, мы про свежесть, нам не нужно все делать грустное, унылое вниз. Ну что, лицо сразу, мне кажется, освежилось, стало такое более здоровое сияние, и при этом блески, да, их практически незаметно. То есть это очень деликатная история. Хайлайтер плавно перетекает в румяна, и даже он в некоторых местах у нас смешан, и потом все уходит в такое аккуратное скульптурирование.
Ну что, основа лица положена. Конечно, еще не хватает пудры, но давайте припудримся в самом конце. Во-первых, мне это нравится, потому что это дольше продлевает жизнь макияжа. Мы с вами можем еще тут глаза лет 5 рисовать, вот, перед тем, как выйти, да, непосредственно на свидание, либо на какое-то прекрасное вечернее мероприятие. Вот, поэтому, во-первых, я люблю это всегда делать в конце, а во-вторых, мы сейчас с вами можем так начудить глазами, все осыпется, и, конечно же, не хотелось бы, чтобы было очень много текстур, потому что зашлифовывать наши погрешности будет очень-очень сложно, поэтому к пудре мы вернемся чуть позже, а сейчас начнем оформлять глаза. Первое, используем обязательно базу под тени. Я ее люблю, потому что на ней лучше раскрываются все оттенки, во-первых, и во-вторых, конечно же, продлевает стойкость, то есть румяна менее скатываются, румяна остаются с тобой до последнего, до победного, особенно если речь идет о вечеринке, это очень важно. База у меня от Art Deco, я уже, по-моему, про нее рассказывала, она очень бюджетная и действительно очень хорошо ведет себя на глазах. То есть у нее такой достаточно, да, прозрачный оттенок, конечно, немножко есть история, уходящая в беж, но это не портит оттенки, то есть любой там достаточно даже спорящий, как вам показался оттенок, будет очень хорошо лежать на этой базе, то есть она не будет просвечивать и давать какой-то дополнительный, да, цвет, которого нам хотелось бы избежать. Даже белые тени, кстати, тоже очень хорошо смотрится. Теперь переходим к самому интересному, это к макияжу глаз. Первое, что мы делаем, это возвращаем нашу анатомическую форму. Не могу сказать, что мы ее сильно как-то замазали тональным средством, консилером или чем-то еще, но тем не менее давайте вот в складочке сделаем немножко такую тень, которая будет углублять наш глаз. Беру растушевочную кисть, потому что у нас не будет каких-то особых, да, четких линий, поэтому она абсолютно точно справится с тенью. Это, в принципе, основная задача. И небольшой лайфхак: практически все средства можно использовать как тени. Если мы говорим, да, о румянах, мы говорим о скульпторах, о хайлайтерах даже. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, что у вас есть прекрасные дополнительные нюдовые оттенки в ваших базовых палетках. Когда мы вернули форму глаза, теперь переходим к основному, это к цвету. Так как это праздник, так как это вечерний макияж, я предлагаю вам сегодня сделать что-то необычное, то, чего мы обычно сторонимся и, наверное, даже иногда побаиваемся. Да, я говорю о цветном макияже. Не совсем это будет какой-то дико яркий. Конечно же, я подумала о том, чтобы у вас в большей степени, да, у многих из вас были такие оттенки в наличии. И, кстати, если у вас нет теней, то вам помогут карандаши. Я забрала свои карандаши, заказала их на Wildberries, обязательно прикреплю все ссылочки. И уже очень давно хотела попробовать много таких разнообразных ярких карандашей, потому что, мне кажется, они, может быть, даже и удобнее, чем подводки. Они дольше не засыхают, потому что, например, есть прекрасные подводки там, от NYX, но они достаточно быстро как-то, да, приходят в непригодность, что, к сожалению, очень грустно. Но при этом ими удобнее, да, обращаться, поэтому я решила, что время ярких макияжей. Я ждала очень долго эту посылку, и сегодня просто буквально за час до того, как записывать видео, бежала, сломя голову, забрать, потому что карандаши все приезжали в разное время, и мне было важно, чтобы приехал тот самый, который мы сегодня будем с вами использовать. А именно, у меня два карандаша от Vivienne Savoy, два карандаша от OK Beauty, и будем пользоваться сегодня карандашами OK Beauty. Это карандаши немецкие, и я взяла два оттенка, которые мы будем сегодня использовать. Это такой благородный синий, он просто, мне кажется, невероятно красивый, он достаточно глубокий, он с переливами, с блесками. И второй, это такой, я не знаю, какой-то травянистый снег, не знаю, в общем, знаете, такой очень благородный, тоже интересный оттенок, у которого есть вкрапление хаки, то есть это и не золото, и не зеленый цвет, серебро, уходящее в хаки, скажем так. Очень симпатично. Так, первое, что мы сделаем, это мы нарисуем пропорцию стрелки. Даже не то, чтобы стрелки, мы обведем глаз, чтобы потом нам было удобнее, да, пользоваться тенями, а потом мы стрелку продублируем, чтобы все это было максимально ярко, красиво и наполнено на нашем глазе.
Сейчас кистью бочонком я корректировала форму, поэтому если вы что-то нарисовали не так, как вам нравится, изначально не пугайтесь. Это не значит, что вам нужно все стирать, начинать сначала, плакать. Нет, мы можем, в принципе, все скорректировать, да, либо ватная палочка с мицелляркой, но здесь уже нужно будет подкрасить, либо таким стандартным бочонком. Это может быть как бочонок, как кисть-язычок. Сейчас тоже вам ее покажу, если найду. То есть кистей достаточное количество. Вот эта кисть тоже подойдет для того, чтобы растушевывать и корректировать карандаш. Конечно, специальная кисть для карандашной техники, она должна быть чуть более плоской и укороченной, но тем не менее это тоже отлично подходит. И если что-то пошло не так, не переживайте, это можно исправить, в большинстве случаев да. Второе, что мы делаем, это подводим уже непосредственно нижнюю складку века, чтобы объединить наш макияж. Чуть-чуть проходимся по складочке, чтобы объединить форму нашего макияжа и сделать такую небольшую голубоватую тушевку. Тоже можно предыдущей кистью это, да, втушевать с коричневым пигментом, чтобы не было каким-то слишком инородным. И это, да, так вот объединит наш с вами макияж. Потом все неровности поправим, то, что останется, потому что у нас еще с вами очень много этапов макияжа. Форма построена, теперь на нее уже можно наслаивать тени и смотреть, что у нас получится. Делаем то же самое со вторым глазом. Ну что, форма глаза у нас построена, поэтому теперь можно заполнять уже ее тенями. Я беру палетку от Kat Von D и наношу такой золотистый шиммерный оттенок. Все-таки праздник, хочется побольше сияния. Не бойтесь наслаивать, наносите прямо на карандаш, чтобы все это у нас непосредственно вбивалось и втушевывалось друг в друга. Сейчас для того, чтобы прям максимально усилить этот эффект сияния, возьмем тот же самый хайлайтер от Colourpop, который мы использовали, потому что он также прекрасно смотрится на глазах, и пальчиком его вобьем в поверхность нашего глаза. Вы видите, да, разницу просто, мне кажется, колоссальная. Все засияло абсолютно другими красками. Очень-очень красиво. И, думаю, обработаем внутреннюю область нашего глаза, тоже как раз язычковой кистью, о которой мы с вами говорили. Набираем хайлайтер на кисть и вот так вот все это соединяем. Давайте все немножечко замиксуем между собой. Все было такое аккуратненько и красивое. Теперь подправим область под глазом, чтобы все было более деликатное. В принципе, почти готово. Теперь давайте воспользуемся карандашом от OK Beauty, про который я вам рассказывала. Простите за мою грязную руку, но я вам буквально покажу. Сейчас, вот здесь вот. Какое сияние он дает. И мы сейчас подсветим как раз нашу слизистую этим сиянием. Макияж глаз практически завершен. Теперь воспользуемся тушью. У меня тушь от Stellary, Like a Star. Давайте посмотрим, как она сделает нам этот вау-драма эффект на глазах. Но с этой тушью я, конечно, так пачкаюсь, как будто, я не знаю, мне 5 лет, я на школьной дискотеке своровала у мамы тушь и пошла в туалете накрасила, чтобы, не дай бог, она не увидела, потому что если она увидит, то меня заставит все это смывать.
Ну что, потерли все, что предательски у нас тут попачкало макияж, и в целом с глазами мы закончили. Мне кажется, когда наносишь тушь, то макияж глаз просто на голову становится выше, все так завершено, красиво. Как я уже сказала, тушь от Stellary, мы тоже отдельно ее посмотрим в обзоре, она интересная, она действительно создает такой кукольный взгляд, драма-эффект, но вот очень мне с ней сложно. Не знаю, наверное, потому что я привыкла к своей классической туши от Maybelline, да, она и большая, и такая достаточно увесистая в руке, и щеточка, как я люблю, толстенькая. Здесь, конечно, сложновато, но тем не менее эффект на ресницах мне нравится, поэтому оставила и пользуюсь. Что, теперь перейдем к губам, сделаем контур и подкрасим их. Я думаю, даже обойдемся без контура, сделаем такие, да, достаточно нейтральные нюдовые губы, чтобы не перебивать акцент на глаза. У меня прекрасная белорусская фирма Luxe Visage. Это матовые тату-помады. Они невероятно классные, они очень круто носятся и увлажняют. Не могу сказать, что это прям какой-то безумный увлажняющий комплекс, но тем не менее они даже достаточно удобные в носке и удобнее, чем Lime Creme, который стоит 2-3 тысячи рублей. Уже не помню сколько, эти, по-моему, 200-300 рублей, еще и скидка была 50%. Представляете, это просто я зашла, увидела разнообразие оттенков, и мне надо все, я беру. Очень удобный аппликатор, прокрашивать просто, ну, правда, одно удовольствие. В целом оттенок достаточно гармонирует с глазами, но получился немножко такой бэйби-долл эффект, потому что они все-таки розоватые. Я бы, наверное, взяла чуть-чуть потемнее, но все, конечно, зависит от вашего лука. Если вы непосредственно выглядите как модели в Saint-Laurent, то здесь нужно что-то более сдержанное, более нюдовое. Если вы такая девчонка-припевочка, то мне кажется, этот оттенок, он достаточно гармонирует, хорошо складывается в полный образ и не выбивается из макияжа. Завершающий штрих — это, конечно же, пудра. Здесь тоже все зависит от того, какой более склоняетесь вы. Метеорит от Guerlain, все будет такое красивое, подсвеченное. Кстати, сделаем обязательно с вами сравнение, что круче, Hourglass или метеориты от Guerlain, потому что мне самой это безумно интересно, как они себя поведут. И либо вы хотите стойкий, долгий матовый эффект. Мы хотим с вами второе, поэтому мы берем рассыпчатую транспарантную пудру от Lore. Ее здесь достаточно много, она почему-то стала у меня высыпаться. Сейчас мы ее чуть-чуть стряхнем, чтобы, конечно, не таким огромным количеством зашлифоваться, потому что, ну, натуральности тоже хочется оставить. Вы сразу видите, что все матируется, даже то, что было невозможно заматировать. Эта пудра, ну, вот такой рабочий, хороший солдатик, то есть она никогда не подведет вас, и лицо с ней, ну, действительно очень долго сохраняет свою матовость. Ну что, друзья, наш макияж завершен. Надеюсь, вам очень в нем понравился, и вы обязательно попробуете его повторить на Новый год, на день рождения, на любую вечеринку, или даже, может быть, просто, когда вы вечером соберетесь встретиться с вашими друзьями, потому что я за яркость, я за необычность, и уже надоели эти нюдовые оттенки, надоели эти черненькие стрелочки на беленьких тенях. Нет, все, давайте делать яркие макияжи. Мне кажется, очень простой он получился, использовали буквально несколько оттенков, то есть если у вас... Самое главное, чтобы у вас был карандаш на самом деле, да, либо карандаш, либо подводка, либо даже тени. То есть здесь все просто, мы берем за основу какой-то акцент цветовой. Если вам не нравится синий, или вы понимаете, что у вас зеленое платье, или голубое, или салатовое, неважно. То есть мы просто берем за основу какой-то, да, яркий акцент, кладем его на глаза, выстраиваем форму, а потом уже заполняем. По теням тоже, главное, конечно, не переборщить. Обычно вот эти все сатиновые блестящие истории очень аккуратно, деликатно вписываются в любую историю, которую вы уже построили на глазе. И мне кажется, сейчас получился такой прекрасный баланс, когда вы выделяетесь и при этом не Марфа разнаряженная. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца, но нам пора прощаться. Была очень рада вам, надеюсь, вам понравился макияж, вы попробуйте его повторить, либо он вас вдохновит на что-то свое. Пожалуйста, напишите, в чем вы будете праздновать Новый год, где, какой макияж планируете сделать. Буду очень рада вашим комментариям. А главное, я надеюсь, что вы не забыли подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, оставить комментарий и, конечно же, поставить лайк. Это безумно поможет в развитии моего канала. Ну что, друзья, до новых встреч. Уже совсем скоро мы с вами увидимся в новом году в таком прекрасном, красочном. Конечно, у меня будут еще видео, вы не обнадеживайтесь, я вас без внимания не оставлю. Поэтому
Всех целую, люблю и до новых встреч!